Как вообще начать свой бизнес? Дальше я нашла свое первое производство. Друзья, ну смотрите, лайфхак. Мне глобально очень нравится этим заниматься. Но 1,5 года, конечно, это нужно было вытерпеть. Друзья, всем привет! Ну что, я в Москве. Приехал сегодня на наш родной завод «Кристалл», на котором у нас находится производство пищи богов. И сейчас мы пойдем делать экскурсию по этому историческому заведению. Территория завода просто поражает своими масштабами. Она занимает очень большую территорию. Раньше на этом заводе продавали вино-водочные изделия, делали водку, и все это потом распространялось на всю Россию. Сейчас этот завод закрылся, но теперь он является некой площадкой для арендаторов. То есть здесь снимают фильмы, здесь арендуют помещения разные производства, потому что здесь очень удобная транспортная доступность, а также невысокая ставка аренды. Мы свое помещение снимаем здесь, на 2-м этаже, уже более 3 лет. И нам все очень нравится. Вот сейчас мы с вами прогулялись немного по территории. Это, вообще малейшая часть, наверное, 1/20 всей территории. Вот. И у нас во дворике есть вот такой фонтанчик. За все 3 года он работал всего 2 дня, но это было прекрасно. Сейчас он создает некий антураж и смотрится очень интересно. Вот такой приятный, уютный холл. К сожалению, освещение не очень хорошее, но очень красиво все сделано, как вы заметили. Друзья, сейчас пока мы пойдем в мою компанию «Пища богов», мы еще зайдем к моей очень хорошей знакомой, основательнице компании «Гранола Лаб» Лене Наумовой. Порции овсянки, растопленный на водяной бане мед, немного сухофруктов и, конечно, орехи. Какие-то орехи можно добавить цельные, например, вот несколько миндалин. Вот он, нехитрый рецепт гранолы, популярного американского завтрака. Именно с него Лена Наумова, еще будучи журналистом, начинала каждое утро. Она с нуля создала свою компанию, и я хотел бы с ней сегодня поздороваться, пообщаться, потому что мы давно не виделись, и, конечно, может быть, она нам что-то расскажет о своей деятельности, о своей компании, и вообще, как она все организовала на своем производстве. Я думаю, нам будет очень интересно посмотреть. Так, ну что, пойдемте пройдем к ней в офис. Надеюсь, они на месте. Вау, как все изменилось. Красота. Всем добрый день. Привет. Лена, добрый день, приветствую. Как дела? Сколько лет, сколько зим? Все хорошо, спасибо. Рада тебя видеть. Привет. Ну и в Швейцарии небольшой подарок тебе. Шоколадный чай. Ну вот, девчонки, попробуйте швейцарский шоколад. Лен, ну у вас здесь очень уютно. За последние полгода, пока я у вас тут не был, у вас очень хорошо получилось оборудовать свое помещение. Помню, как мы начинали буквально 3 года назад, когда мы с Леной вместе шли и думали, так, какое бы помещение снять, сколько, 20 квадратов хватит или 30, да? И мы думали, как это все организовать красиво. Лен, ну расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам будет интересно, как вообще начать свой бизнес, как к тебе пришла идея, из чего у тебя все это началось и пошло? У меня были накоплены средства, около 1 000 000 рублей я вложила в этот проект. Уже через год предприятие стало себя окупать. В декабре 2017 года прибыль составила 300 000 рублей, а в январе 2018 выросла до 400. Лена вложила все свои накопления и не прогадала. Ой, так быстро не расскажешь, на самом деле, но глобальная идея как-то сама собой ко мне пришла, потому что я для себя готовила гранолу, и в какой-то момент так просто получилось, что я ушла со своей основной работы и стала готовить гранолу для продажи, для выставок, для всяких. То есть сначала началось с фестивалей, с маркетов, так же, как и у вас. Это были там разные события, и я готовила дома. И, в общем, потом как-то так все получилось, что я сделала сайт, сделала страницу в Инстаграме. И я решила, что нужно попробовать этим заниматься дальше. Дальше я нашла свое первое производство. Оно было не здесь, на Кристалле, а в другом месте. Также мы шерили его с ребятами с пекарней. И там я просидела, наверное,
месяцев 5 до момента, пока не познакомилась с другой нашей дружественной компанией «Живем легко», и мы с ними вместе сняли помещение уже здесь, на Кристалле. Друзья, ну смотрите, лайфхак. Значит, если вы что-то готовите дома, у вас хорошо это получается, то не бойтесь потом этим заниматься и это выставлять в Инстаграм. Сейчас Инстаграм всем рулит. И у вас может получиться даже потом что-то похожее, как и у Лены. Лен, второй вопрос. Вот смотри, ты все начала с нуля. Сейчас в компании сколько у тебя работает человек? Если взять персонал, обслуживающий персонал, курьеров, водителей, ну, чтобы понимать вообще масштабы производства. Ну, у нас меняется постоянное количество людей, потому что все зависит от нужд производства на данный промежуток времени. Ну, например, в декабре у нас работало 30 человек. Сейчас это чуть меньше, потому что в декабре, понятно, спрос очень большой. Сейчас это порядка 22 человек с учетом всех, кто работает удаленно. Удаленно у нас работает бухгалтер, SMM-менеджер. Также у нас есть на аутсорсе ребята, которые помогают мне с финансами, вот все эти таблицы и прочее, помогают мне сводить для того, чтобы мы могли контролировать все процессы. Лена, сколько времени у тебя заняло процесс от того, как ты начала одна, и потом, когда у тебя начала уже подбираться команда? Ну, на самом деле, очень долго, потому что первые 1,5 года фактически мы работали вдвоем, это я и повар. То есть первый человек, который появился в нашей компании, это повар, а я занималась всем остальным. И первый человек, сотрудник именно офиса, появился у нас в конце 2016 года. То есть, получается, спустя практически 1,5 года после старта. И я рада, что этот человек по-прежнему у нас работает. Женя, привет. Лен, ну это классно, что вы такими быстрыми темпами двигаетесь, но 1,5 года, конечно, это нужно было вытерпеть, да, то есть это было некое испытание, наверное, были какие-то у вас и отказы, и откаты, или в минус уходили, или вот все у вас шло прям по накатанной, так вот раз по ступенечкам, или все-таки какие-то были вот подводные камни, с которыми вы столкнулись, которые, мешали развитию? Ну, конечно, были. Я мало знаю компаний, которые развиваются прям вот без проблем, и по-прежнему мы сталкиваемся со многими проблемами, трудностями, сложностями, но так или иначе все решаем и идем дальше. И первые 1,5 года, конечно, было дико сложно. Мне кажется, это там самое, наверное, сложное время в моей жизни, потому что на меня все это навалилось, и я там не совсем, наверное, к этому всему была готова, поэтому это сильно сказалось на мне, на моем здоровье, но у меня никогда не было сомнений, я никогда не думала все бросить, у меня не было таких мыслей, сейчас их нет, просто потому что мне глобально очень нравится этим заниматься, и мне кажется, это главное. То есть, друзья, видите, когда вы дарите любовь, позитив и хороший продукт людям, то вот так вот можно прекрасно выглядеть даже после 1,5-годового стресса. Лен, выглядишь отлично, всегда как солнышко, улыбаешься. Мне очень приятно, что мы сейчас с тобой общаемся и увиделись за столь долгий промежуток времени. Лен, и последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, немного о своем продукте, потому что гранолы сейчас много представлено на рынке. Чем твоя гранола отличается от конкурентов? Здесь несколько есть пунктов, по которым наша гранола отличается. Во-первых, мы не добавляем сахар. Во-вторых, мы готовим гранолу, у нас есть альтернативные разные виды без меда, на финиковом сиропе, например. Также у нас очень большой ассортимент гранолы, в частности, у нас есть гранола без глютена на основе гречневых хлопьев, у нас есть гранола из киноа, то есть какие-то такие необычные штуки, но кроме этого из глобального наша гранола на 50% состоит из орехов и сухофруктов, то есть мы четко за этим следим. У нас не то чтобы одно зерно и немножко наполнителя, у нас гранола на 50% состоит из орехов и сухофруктов, и поэтому она вкусная, сытная. И кроме этого, мне кажется, одним из таких значительных отличий нашей гранолы является то, что она нейтральная, да, то есть она не слишком сладкая, она не приторная, потому что наша задача, чтобы гранола могла стать ежедневным завтраком.
Для того, чтобы она стала ежедневным завтраком, соответственно, нужно, чтобы ее было приятно есть каждый день, чтобы она не надоедала. Поэтому там у нас есть разные вкусы гранолы, например, там наша самая популярная гранола ягодная или ореховая, это классические такие истории, но все равно глобально они больше, там ягодная чуть слаще, ореховая там, чуть менее сладкая, но глобально они все равно нейтрального вкуса, для того, чтобы как раз потребитель мог, например, добавить какие-то фрукты, какие-то ягоды по своему желанию и сделать из этого завтрака то, что он хочет. Но это на самом деле очень классно, что вы даете выбор людям, пробовать разные сочетания, самим экспериментировать. Так что, друзья, подписывайтесь вот здесь внизу на Instagram Granola Lab. Это самая лучшая гранола в мире, я считаю. Лен, благодарю тебя за встречу, благодарю, что уделила время. Очень приятно было пообщаться, встретиться за столь долгое время необщения. Все, удачи и хорошего дня. Спасибо. Друзья, всем пока-пока и хорошего настроения. Фух, друзья, ну я очень рад. Хорошее получилось интервью. Надеюсь, вам понравилось. Мы сейчас пойдем дальше. В следующей серии вы увидите репортаж из компании «Живем легко». Это тоже мои друзья. Так что не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, чтобы не пропустить следующее видео. Все, всем удачи и пока.